И что ж, продолжаем, часть вторая. Живешь ли ты в его голове, в его сердце? Расклад общий. Все мои контакты в шапке профиля. Быстрый доступ. Нажимаете на ссылку и пишите тот чат, который вы хотите. Не забывайте про 3 точки вверху. Нажимаете «Открыть в браузере», и все открывается, вы входите в чат. Живешь ли ты в его сердце? Здесь, да, человек страдает. Но у человека есть какие-то свои, то ли цели, то ли свои определенные какие-то догмы. То, что вы, да, живете, он страдает, и он вас вспоминает. Вы есть в его жизни. Да, есть. Он вспоминает, он желает. А то, что молчит, это другой вопрос. Я все время вам говорю, девочки, не путайте. Восприятие жизни – это психология. Изучайте науки. Потому что психология вышла из эзотерики, а эзотерика есть и есть сама жизнь. Мужчины видят мир совершенно другими глазами. Мужчины воспринимают мир тоже совершенно другими глазами. И одно дело думать и чувствовать, и совсем другое действовать. Одно дело думать, я поеду защищать свои территории и свои поля с бананами. А другое дело сесть на дракона и полететь защищать. Это разные вещи. Здесь человек страдает, здесь человек действительно желает. На человеке тут есть очумление. И на воске посмотрите еще раз, часть первая. Там я сказала, что на него есть очумление, оморочки. И надо снимать. Вот это четко подтвердило магические воздействия на данного человека. Или какие-то действия нейролингвистического программирования, зомбо-утюгов, еще чего-то, что он одурманенный головой. А это тоже есть часть магии, только черной. Вот, чтобы человек был как на поводке, как игрушка. А то, что он думает о вас, это точно. Но такое ощущение, что он куда-то бежит, не знает куда, без оглядки. Возможно, он и убежал, у некоторых вы расстались или что-то непонимание, потому что здесь идет четкое зомбирование человека. И, пожалуйста, если кому надо лично, пожалуйста, чтобы он был дурак дураком. У некоторых идет, что человек держит рюмку. Или что-то еще посильнее. По венам, по нюхам. Здесь есть женщина, да, вот она, которая всем этим руководит. Она вроде бы делает это все за благо. Она вроде делает, у кого-то это действительно будет ее супруг, или это будет сын. Но женщины очень часто не понимают, что мужчина – это не собственность. Это не чашка, не кружка. Это даже не фалос, купленный в интим-магазине. Это человек. А человек не может быть собственностью. Как только вы считаете, что это ваша собственность, и когда говорите, это мой муж, все, там уже любовь больше не жила. И ангелы оттуда всегда улетают. Там остается только раб и рабовладелец. Рабовладелец и раб. Здесь человек, я смотрю, только не перевернутый. Здесь человек готов, знаете, вот время хочет, он думает, рискнуть, вырваться, убежать. Но что-то ничего не получается. И еще раз говорю, почему-то последнее время я делаю расклады, и у многих стоит боязнь смерти, боязнь болезни, боязнь каких-то... Прям кровь вижу, кровь. Боязнь смерти. Смерть на пороге. И еще, чтобы вы знали, мои дорогие любимые девочки, когда вы делаете приворотики, не бывает никаких белых, серых. Приворот – это насильственное действие над разумом, телом и чувствами человека. Все откаты, вам-то ладно, вы там можете быть бездетны, еще что-то, фиг на вас. Онкологию приключить, они все ложатся на ваших кровных детей, рожденных и нерожденных, на ваших родителей в первую очередь. Ну, и то, что объект чаще всего приворотный,
долго не живут. До 80 ни одного не видела дебила, которого не очистили. Но даже после чистки очень сложно потом ликвидировать болезни, которые на них нацепились. Думает ли он о вас? Да, он думает. Вы не просто в голове и сердце. Он считает вас, что вы очень сильная женщина. Внутренняя женская сила, что именно вы можете укротить любых страшных животных, любые воздействия, именно вы. Но здесь человек или имел всяких разных девочек, или сейчас имеет, может, в интернете, то тому напишу, то сему напишу. Прыгает кузнечик. Так чаще всего бывает на омороченных мальчиках. Они начинают со всеми чпок-чпок, так. Они в интернете пишут, они встречаются, это все разовое, они сами не понимают, а зачем я это делаю? И он действительно не понимает. Он действительно хочет бежать вперед, он хочет деньги зарабатывать. Деньги даже у некоторых идут деньги, они куда-то между пальцами. Живет ли он в вашем сердце? Живет. Но на нем такие оковы, которые нужно действительно снимать. И снимать их надо разными способами. Можно снимать их действительно эзотерическим путем, а можно действительно мысленно, и тоже так же работает и Вивьена. Пожалуйста, все мои контакты в профиле и пишите. Любви дорогу, счастью и свободе открываю. Да будет так. И смотрите первую часть на воске. Пока-пока. Я, Вивьена, с вами.